Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. И, конечно, мои дорогие подписчики. Хочу извиниться, что так долго не публиковала новые видео. На это у меня была веская причина. Сейчас расскажу все по порядку. Этим летом в Болгарии было очень жарко. Наверное, это было самое жаркое лето за последние 10 лет. Температура почти все лето была выше 30 градусов Цельсия. В июне было еще хорошо, а вот с июля жара стояла ужасная. Что выходить из дома совсем не хотелось. Только если рано утром или поздно вечером и ночью. Да и дома, если без кондиционера, то сидишь, как вареный рак. Температура весь июль была около 40 градусов. А впереди август, который обычно даже жарче. Конечно, далеко не все так негативно относятся к жаре, как я. Туристов этим летом было немало. Например, в городе Поморье мне показалось, туристов было больше, чем обычно. Вот так выглядела набережная города Поморье в июле. Мне очень нравится этот город. Он более спокойный и тихий, чем такие места, как Солнечный берег, Золотые пески и другие туристические города. И он находится совсем рядом с Бургасом, примерно в 15 километрах. Но этим летом мне ничего не нравилось. Хотелось только, чтобы стало прохладнее. И тут моя подруга, услышав от меня, как мне надоела жара, пригласила меня к себе в гости в зиму. Решиться на эту поездку мне было непросто, хотя меня приглашали уже давно, много лет. Но я все никак не могла на это решиться, потому что лететь очень далеко и билет стоит недешево. Но моя подруга все же меня уговорила и билет сама купила. Да и жара в Болгарии сыграла не последнюю роль. Поэтому, несмотря на все мои страхи, я поехала отдыхать от жары. И подлетела я, куда бы вы думали? Не думаю, что кто-то угадает. Полетела я в Перу. Мне было очень страшно, потому что спать сидя я практически не умею. А в дороге мне надо было быть больше 45 часов. Странно, но чем больше пересадок приходится делать в пути, тем дешевле билет. Если лететь туда только с одной пересадкой, то билеты стоят очень дорого. А с 3 пересадками и больше цена в несколько раз дешевле. Поэтому пришлось мне лететь долго. И если садилась я в первый самолет вполне еще молодой женщиной, то вышла в Перу уже старая и хромая бабка. Я никак не думала, что от такого долгого сидения в самолетах у меня так сильно разболится моя нога. Она у меня не совсем здорова, но с помощью специальных упражнений я поддерживаю ее в нормальном состоянии. И последние пару лет она меня практически не беспокоила совсем. А тут примерно на полпути разболелась так, что я еле шла. Так что такой длительный перелет может подействовать на любое хроническое заболевание. Имейте это в виду. И в Перу первые 2 недели для меня были ужасные. Во-первых, продолжала болеть нога. И не ходить долго, не ездить на машине или автобусе я не могла, потому что от этого у меня начинала болеть нога сильнее. Могла только лежать, но вот спать я тоже не могла первую неделю. Ведь разница во времени аж 9 часов, поэтому спать хотелось целый день, а вот ночью спать не получалось. Из-за этого мне, конечно, сначала все не нравилось.
Моя подруга старалась меня как-то развлечь, куда-то водить, что-то показывать. Но к тому времени, как мои друзья просыпались утром, я уже была уставшей, так как спала только пару часов еще вечером, а потом примерно в 12 ночи я просыпалась и уже до утра уснуть не могла. И только через неделю стало немного лучше. И я больше стала куда-то ходить, больше всего видеть. Мой негатив уменьшился. И мне стала нравиться эта страна. Вернее, всю страну я не увидела, а только столицу, город Лима. Ну и это очень отличалось от того, что я видела раньше в своей жизни. В Перу была зима. Это был август, самый холодный месяц в году. Но погода была просто прекрасна. Все вокруг было зеленое, цветущее, и температура днем 16-18 градусов. Да и ночью ниже 15 обычно не бывает. Но отличалось не только время года. Здесь совсем другая жизнь, другие люди. Все это очень удивляло. Когда я обычно попадаю в новую страну, я люблю узнавать о жизни коренного населения. Меня мало интересуют места для туристов. Меня больше интересует, как и чем живут люди в этой стране. И тут мне тоже удалось многое увидеть, узнать и понять. И, наверное, самое главное, что я поняла, это то, как им удается жить до 100 лет и более, и выглядеть лет на 25 моложе своего возраста. Обо всем этом я расскажу вам в следующих видео. Будет много интересного. И вы тоже узнаете, как сделать свою жизнь длиннее, здоровее и прекраснее, независимо от того, где и как вы живете. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не с нами. Пишите комментарии и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока.